Средняя стоимость рерайта $1. За 1 час можно написать 3-4 тысячи знаков, а это $3-4 за час работы. При таком раскладе за 8 часов вы заработаете $24-32, что довольно неплохо. Друзья, всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Самый простой и быстрый способ начать зарабатывать деньги в интернете без специальных навыков – рерайтинг. И у меня есть бесплатный онлайн-курс для начинающих копирайтеров, где очень много полезной и нужной информации. Если в дальнейшем вы собираетесь стать копирайтером, базовые навыки вам все равно пригодятся. Поэтому ссылку оставлю в описании под этим видео, обязательно посмотрите. Итак, что такое рерайтинг? Это переписывание исходного текста своими словами. По сути, то же самое, что и написание изложения в школе, только теперь это будет делаться на платной основе. Как и сколько можно заработать на рерайтинге текстов, об этом сегодня и поговорим. С чего начать? Прежде всего, проходите регистрацию на бирже рерайтинга, а какие биржи самые лучшие, я вам сейчас расскажу и покажу, поэтому смотрите внимательно, чтобы не пропустить нужную информацию. Сначала расскажу, какие есть основные требования к работе. Первое. Изучаем техническое задание. Заказчик оплатит только качественную работу, выполненную с учетом всех требований технического задания. Будьте внимательны при изучении требований к заказу. Если что-то не ясно, уточните у заказчика. Обязательно распределите свое время, приступайте к работе, ознакомившись с критериями и сроками выполнения заказа. Второе. Изучаем исходный материал. Перед написанием текста не торопясь, несколько раз вдумчиво прочитайте исходник, выделите важные в нем, расставьте акценты. Иногда, чтобы понять суть и смысл материала, прочитать его нужно 3-4 раза, а возможно и больше. При затруднении с пониманием лексического значения слов не поленитесь заглянуть в словарь. Так вы свой словарный запас пополните, а заодно и собственный кругозор расширите. Да и работать с материалом гораздо легче, если понимаешь, о чем идет речь. Третье. Написание текста возьмите себе за правило всегда выполнять работу качественно. Переписывать текст можно так, как удобно вам. Можно составить подробный план статьи и далее описать каждый пункт. Если удобнее каждый абзац прочитывать по отдельности и затем переписывать его, работайте так. И выбирая для себя, как делать рерайт текста, не забывайте про общую рекомендацию. Суть ее в том, чтобы не использовать один единственный ресурс, а обязательно прочитать дополнительные материалы по данной теме. Так вы сможете заинтересовать читателя, оживить статью. Кроме того, статья будет развернутой, а вам легче будет добиться требуемой уникальности. Четвертое. Проверка. Написав статью, не торопитесь тут же отправить ее заказчику. Пристальное внимание уделите проверке. Даже если с грамматикой у вас все в порядке, все испортить могут досадные опечатки или неправильно расставленные знаки пунктуации. И прежде чем приступить к следующему этапу, сверьте количество символов, которые указано в техническом задании, с тем количеством, что насчитывается в вашей статье. Пятое. Определение уникальности. Уникальность – один из важнейших критериев качественного текста для размещения в сети интернет. В сравнении с уже опубликованным контентом ваша статья должна быть уникальной. Проверить свою работу в режиме онлайн можно на бирже контента, где вы зарегистрированы, или воспользовавшись сторонними онлайн-программами, если это оговорено в техническом задании. Иногда результата проверки нужно подождать несколько минут, поскольку желающих проверить свой материал бывает достаточно много. Получив результат проверки, вы можете подтянуть уникальность текста до требуемого уровня, заменяя слова, подсвеченные цветным индикатором, это совпадение с исходником или уже опубликованными статьями, на синонимы. Иногда приходится полностью переписывать целые предложения. Чем меньше будет повторяющихся фрагментов с исходником, тем выше будет уникальность вашей статьи. А как повысить уникальность статьи, я вам тоже рассказывала. Если интересно, посмотрите, ссылку также оставлю в описании. Шестое. Вычетка текста. Опытные копирайтеры и рерайтеры знают, как сделать качественный рерайт, а еще им известно, что при чтении хорошо знакомого текста, а точнее текста, который был ими написан, легко пропустить имеющиеся в нем опечатки, ошибки и прочее. Вот почему рекомендуется отложить проверку на некоторое время, а затем со свежей головой внимательно вычитать написанный материал. Где искать заказанный рерайтинг? На сегодняшний день зарегистрировано огромное количество платформ, где рерайтеры могут получать заказы на постоянной основе. Предлагаю вам лучшие биржи для заработка в интернете, которые гарантированно выплачивают заработанные рерайтером средства и предоставляют огромное количество заданий. Первый – etexti.ru, один из самых популярных платформ для заработка на написании текстов. На сегодняшний день в рамках биржи работает несколько тысяч исполнителей, однако благодаря огромному количеству поступающих заданий работы хватает каждому новичку.
новичку. Стоимость рерайтинга здесь варьирует в зависимости от рейтинга исполнителя. За рерайтинг на начальном уровне платят от 15 рублей за 1000 знаков текста. На среднем уровне цена возрастает и стоимость 1000 знаков начинается от 25 рублей. Часто здесь бывают задания с более высокой оплаты. Счастливчики, заработавшие своим трудом заветные 3 звезды и высокий рейтинг, получают от 50 рублей за 1000 знаков. Система взимает комиссию на вывод заработанных средств в размере 5%. Биржа позволяет зарабатывать на рерайтинге в среднем по 250 рублей за один текст. В месяц вы сможете зарабатывать от 7000 рублей. Вторая биржа Turbotext. Turbotext.ru рерайтинг является одним из ключевых направлений работы биржи. Платформа славится высоким качеством написания текстов, поэтому новичку придется постараться проявить себя с лучшей стороны и выложиться на все 100%. Стоимость рерайтинга будет полностью зависеть от уровня. На начальном уровне вам заплатят от 22 рублей за 1000 знаков. Базовый уровень приносит пользователям от 47 рублей за 1000 знаков текста. Оплата 1000 знаков на высоком уровне составляет 96 рублей и выше. Профессионалы смело могут рассчитывать на 120 рублей за 1000 символов. Биржа является одной из самых высокооплачиваемых на просторах сети, поэтому стоит постараться, чтобы заинтересовать заказчиков своим талантом. Даже новичок, уделяя по 3-4 часа в день написанию текстов, имеет от 9000 рублей в месяц. А какие есть биржи для копирайтеров, я вам рассказывала и показывала, ссылку оставлю в описании под этим видео. Третья биржа Advega. Брать задания в работу здесь можно сразу после регистрации, а обилие заказов порадует как новичков, так и профессиональных рерайтеров. За 1000 знаков печатного текста на Advega платят от 20 рублей. Чем сложнее текст, тем выше оплата. Нередко можно найти задание с оплатой от 120 рублей за 1000 знаков. В месяц новички зарабатывают на бирже от 5000 рублей. Четвертая биржа Copylancer. Copylancer.ru биржа, проверенная временем. Ежедневно здесь появляется огромное количество новых заданий, 40% из которых это задания на рерайтинг. Прежде чем приступить к заданиям, необходимо зарегистрироваться и пройти несложные тестирования на знание базовых правил русского языка. И каждый новичок автоматически имеет начальный уровень, где платят от 20 рублей за 1000 знаков рерайтинга. На базовом уровне за 1000 знаков платят 32 рубля, профессионалы получают 96 рублей за 1000 знаков печатного текста. Ежемесячно новичок может рассчитывать на дополнительный доход в размере 15 тысяч рублей. Пятая биржа Miratext. Miratext.ru платформа для создания исключительно качественного контента. Здесь работают лучшие рерайтеры, поэтому стоит приложить немало усилий, чтобы влиться в коллектив. Несмотря на строгий отбор исполнителей, биржа привлекает новичков достойным уровнем оплаты труда. Здесь вы не найдете огромное количество заданий, но даже новичок сможет работать над заданиями с оплатой от 35 рублей за 1000 знаков. В месяц можно заработать от 19 тысяч рублей. Шестая биржа Content Monster. Еще одна популярная биржа фриланса, которая заботится о качестве выполняемой пользователями работы. Чтобы начать работать на бирже, необходимо пройти тестирование на знание правил русского языка, а также написать небольшое вступительное сочинение. В рамках проекта действует 5-уровневая система, в ходе которой каждый пользователь может пройти путь от новичка до мастера. Текущая средняя цена рейтинга составляет 40 рублей за 1000 знаков. За месяц работы на бирже можно иметь от 8000 рублей, в то время как опытные рерайтеры получают от 20 тысяч рублей, а копирайтеры еще больше. А сколько и как зарабатываю я на этой бирже, у меня есть отдельные видео, где я подробно рассказывала и показывала. Ссылку оставлю в описании, если интересно, посмотрите. Как делать рерайтинг быстро? Вначале давайте разберемся, как не нужно делать рерайтинг. Есть авторы, которые копируют исходный текст в Word и начинают переписывать абзац за абзацем. Так делать не стоит, потому что, переписывая абзац за абзацем, вы не вникаете в суть текста и теряете смысловую нить. Рерайтинг получается путанным, может содержать ошибки. Вы быстро утомитесь, как правило, новый текст получается недостаточно уникальным, так как в нем встречаются много похожих конструкций с исходником. Чтобы быстро выполнить рерайтинг, прочитайте исходный текст по диагонали, поймите общую суть статьи и выводы, которые в ней есть. Внимательно прочитайте текст и выпишите на листок бумаги факты. Когда вы будете выписывать факты, они автоматически попадут в вашу оперативную память. Также вы лучше поймете исходный материал. Закройте исходник, составьте план нового текста, если заказчик не требовал сохранить структуру исходника. Если было требование сохранить структуру исходника, значит план у вас уже есть.
Напишите новый текст, используя факты с листка. Обязательно переписывайте факты на листок, так как если вы их запишете в файл на компьютере, то будете постоянно переключаться между окнами. Это отвлекает и снижает производительность. После написания текста закройте глаза на 2-3 минуты и постарайтесь ни о чем не думать. Затем прочитайте написанное, исправьте стилистические ошибки, опечатки, удалите повторы слов. Между выполнением разных заданий вставайте и ходите по комнате пару минут. Во-первых, это позволит выгрузить из мозга информацию по прошлому тексту. Во-вторых, вы разомнетесь и будете меньше уставать от работы. Используя правильную схему для выполнения рерайтинга, вы сможете в 2 раза поднять заработок на рерайтинге в интернете. Сколько можно заработать на рерайт? Как и в любой деятельности, работа рерайтером будет приносить доход, если вкладывать в него свои силы и старания. Иначе говоря, прибыль прямо пропорциональна количеству затраченных усилий и зависит только от вас. Вначале потребуется уделять больше времени, чтобы оттачивать свое мастерство и развивать навыки написания хороших текстов. Придется поработать и за невысокую оплату, 10-20 рублей за 1000 знаков, чтобы наработать рейтинг, положительные отзывы, портфолио и хорошо себя зарекомендовать. В дальнейшем у вас появятся постоянные заказчики и постепенно сможете поднимать расценки на свои услуги. Если называть конкретные цифры, то диапазон оплаты за рерайт очень широкий, от 5 до 200 рублей за 1000 знаков и даже выше. Средняя стоимость рерайта $1. За 1 час можно написать 3-4 тысячи знаков, а это $3-4 за час работы. При таком раскладе за 8 часов вы заработаете $24-32, что довольно неплохо. Конечно, здесь все индивидуально и зависит от опыта работы, расценок заказчиков, с которыми работаете на данный момент, качество выполнения, времени, уделяемого на написание статей и множество других факторов. Новичок за первый месяц работы вполне может заработать $100. В дальнейшем доход будет зависеть от вашего развития в этой области и достигнуть $300-400 и выше. Получать стабильный доход написанием статей более чем реально. Здесь самое главное, чтобы рерайтинг вам приносил удовольствие. Вначале всегда сложно, процесс написания кажется очень трудоемким и иногда монотонным. Научиться писать качественный рерайт поможет практика, развитие кругозора и стремление к усовершенствованию своих навыков. Надеюсь, сегодня нашли ответы на большинство вопросов, которые возникли у вас по поводу заработка на рерайтинге. Это действительно настоящий и достойный способ заработка в интернете. Главные плюсы и минусы рерайтерской деятельности. Плюсы — это рерайтинг является таким видом заработка, который не требует от вас абсолютно никаких вложений. Все необходимые знания вы можете получить с моего бесплатного онлайн-курса. У вас есть возможность самостоятельно выбирать заказы, которые вы желаете выполнять. Тематика, объем и сроки — это все вы можете выбирать сами. Данная подработка является перспективной. Это значит, что расширяя свой словарный запас и повышая профессионализм, вы можете добиваться высот, а в дальнейшем выходить на желаемый уровень прибыли. Есть возможности найти заказчиков для постоянного сотрудничества, что обеспечит вам стабильный заработок. Нет необходимости тратить время на дорогу к офису, рано просыпаться, ну и так далее. Вы можете работать в удобное время дня и ночи, самостоятельно устанавливать выходные дни. Это одно из главных преимуществ не только рерайта, но и в целом фрилансерской деятельности. Однако у данной подработки есть и свои недостатки. Хоть и они практически несущественны, рекомендую вам обратить на них внимание. В этой сфере достаточно большая конкуренция, поэтому придется постараться, чтобы завоевать доверие работодателей и презентовать себя с лучшей стороны. Если вы планируете уделять работе пару часов в день, вам не удастся выйти на хороший доход. Нужно много работать, особенно в первое время, чтобы наработать базу клиентов, оформить портфолио и набраться опыта. Однако в любом случае зарабатывать на рерайте может любой желающий, независимо от его территориального расположения или возраста. А как думаете вы? Напишите мне в комментариях, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. У меня на сегодня все. Скоро увидимся. Пока-пока.